Всем привет и добро пожаловать во влог номер 2. Спасибо всем большое, кто оставил хорошие комментарии о влоге номер 1. Это очень приятно, когда ты что-то начинаешь делать, особенно. Итак, влог номер 1 был в апреле, в марте. Сейчас у нас октябрь. И я знаю, что это очень большая пауза, но, к сожалению, мне иногда очень сложно сфокусироваться, когда я читаю новости и вижу то, что происходит в мире. Конечно, это не политический канал, здесь мы не говорим о политике, и, пожалуйста, не пишите такие комментарии тоже. В общем, я продолжаю делать то, что делала, и я также думаю, что многие смотрят влоги и любые видео на YouTube, чтобы отвлечься от того, что происходит в мире. Знаете, что вы не одни. Давайте начнем этот влог. Итак, мы сейчас на кухне или в кухне. В русском языке мы можем использовать и в, и на. В моей семье говорят на кухне. Итак, мы сейчас на кухне и не просто так. То есть на это есть причина. На прошлой неделе ко мне приезжали мои родители, и они приезжали из России, а точнее из Ульяновска, моего родного города, и привезли подарки. Конечно, уже многие подарки я съела, но что-то осталось, что я могу вам показать. Итак, это конфеты, может быть, не мои любимые конфеты, но конфеты, которые я давно не ела, и также другие конфеты, к которым мы привыкли в России, но здесь, конечно, я их не найду. Оберег Резида. Эти конфеты выпускает компания Волжанка. Волжанка. Это компания, которая находится в моем родном городе Ульяновск, и он стоит на реке Волга, и, соответственно, Волга, Волжанка. Это все, что осталось. Дальше. Это то, что может сделать мою жизнь немного лучше сейчас, и это икра. Я очень люблю икру, бутерброды или бутерброды с икрой, но я знаю, что многие люди просто не понимают, как это можно есть. Другая вещь, которая может быть очень странной для людей, которые к этому не привыкли, это в газете. Мама положила это в газету. И это рыба. Это сушеная рыба. Рыба может быть очень сухая или вот такая, которая не очень сухая на самом деле. Это отличная закуска к пиву. Я не понимаю людей, которые не понимают такую закуску к пиву. Итак, также я расскажу о планах на этот влог. Я покажу 4 дня. Понедельник, вторник, среда, четверг. И сейчас понедельник, уже вторая половина дня, и сейчас я планирую рисовать. Делаю я это не часто, когда я жила в Москве. Я делала это чаще, потому что там были все мои краски, кисточки, палитры и так далее. Там были студии, куда можно прийти и рисовать. Здесь мне пришлось все это заново купить, где-то делала я это раз в месяц. И сегодня я покажу этот процесс. Итак, у меня все готово. Давайте посмотрим, что нам надо. Нам нужен холст. Это холст. Также у меня сегодня акриловые краски. У меня есть отдельно и также маленькие баночки, как детские краски. У меня нет специальной палитры, поэтому я буду использовать крышку от мороженого. Но какая разница? Крышка будет жить свою вторую жизнь. Дальше нам нужна вода. Вода в специальной баночке. Также, конечно же, куда? Без кисточек. Я думаю, сегодня я буду использовать вот такие кисточки. Также я хочу показать, что мы сегодня будем рисовать. Мы будем рисовать, точнее, я буду рисовать вот такую картину по видеоуроку
в YouTube. В принципе, в YouTube миллионы разных видео, поэтому всегда можно что-то найти. И еще я хотела показать картины, которые я уже рисовала по видеоурокам. Это лодка на море. Ну, наверное, можно понять, что это, если я не расскажу. И был мой эксперимент с текстурой, с текстурной пастой. Это лимоны. Если вы можете видеть, эта картина такая немного объемная. Вот. Просто хотела показать, продемонстрировать результат этих видеоуроков. Итак, ну что, я начну. Вот так вот у нас сейчас выглядит эта наша картина. Палитра уже начинает быть некрасивой, но это рабочий процесс. То есть вот пока что я смотрела, какие должны быть цвета. И вот так это выглядит. Практически фиолетовый, а совсем фиолетовый не нужен. И вот этот фиолетовый нужен зажелтеть, доводя до коричневого. Такая простая мощная математика. Итак, последние штрихи, и все готово. Вот что у меня получилось. Немного темно, но это отражает мое настроение. И, конечно, я не профессиональный художник, это просто для души, поэтому я считаю, что получилось очень даже неплохо. И сейчас мне нужно будет это все убрать весь беспорядок, бардак и начать готовить ужин. Итак, я готова готовить. Сейчас я расскажу, что я буду готовить и из чего. Вот мой набор продуктов. Я буду готовить вот такую пасту. Также для нее мне нужно будет масло сливочное. Также я добавлю немного петрушки. И у меня есть пармезан. Вот здесь немного, здесь немного. Тоже туда нужен будет пармезан. Так как я не люблю мясо, я сделаю овощи. Это будут баклажаны и помидорки черри, запеченные в духовке с оливковым маслом и вот такими вот специями. Прованские травы, специи, как вы видите, тоже у меня из России. На ужин я также решила открыть баночку икры. Я нарезала белый хлеб и намазала каждый кусочек хлеба сливочным маслом. Затем выложила икру. Утро вторника у меня началось с учебы. В 10 часов был мой урок португальского. Поэтому утром я делала домашнее задание и немного настраивалась на урок с помощью чата GPT. Я делала задание на перевод. Я попросила чат дать мне предложения на русском, чтобы я могла перевести их на португальский. Сейчас уже 6 часов, и, конечно, я уже позавтракала, приготовила обед, пообедала и даже провела уже 2 урока.
И еще у меня сегодня 3 урока. Но пока у меня есть время, я бы хотела сделать то, что давно откладывала. И это плейлисты с музыкой, плейлисты с русской музыкой. У меня уже есть такие плейлисты на Spotify и в YouTube тоже. Можете посмотреть в описании. Когда вы будете смотреть этот влог, плейлисты, конечно, уже будут готовы, поэтому приглашаю вас посмотреть, послушать. Можете оставить ваше мнение в комментариях. Ну и перед тем, как я сяду делать эти плейлисты, я бы хотела показать, какой красивый свет за окном. Я обожаю эту часть дня, и мне кажется, что такой свет выглядит просто невероятно уютно. Сейчас я покажу его. В среду утром я поехала на море, чтобы побегать на набережной. Я поехала на велосипеде. После пробежки я решила немного посидеть у моря. Еще я попробовала кое-что записать, но было слишком громко, поэтому я расскажу это позже в этом блоге. На море я была недолго, потому что мне нужно было ехать домой и записывать подкаст. Так, да. Вообще, в общем, подкаст о чем? Не сегодняшний. В общем, мы говорим о жизни, об учебе, о языках. Конечно же, много очень говорим о русском языке. Для кого подкаст? Мы записываем подкасты для людей, которые учат русский язык как иностранный. Мы знаем, что им приходится очень нелегко, поэтому мы передаем привет всем нашим слушателям и желаем им удачи в изучении русского языка. Да, мы держим кулачки. Все. После подкаста я наконец-то поела. Я ела тост с авокадо и яйцом и пила кофе. Все, я позавтракала, подкаст записан, какие-то дела на сегодня сделаны, но не все. Мои уроки начинаются сегодня в 4 часа, и у меня есть время, чтобы приготовить обед и начать редактировать аудио подкаста. Но я хотела сказать то, что я хотела сказать на пляже, но было слишком громко и ничего не слышно. И я хотела сказать, что мое лицо от бега покраснело. И это очень хороший паттерн, который вы тоже можете использовать. Прилагательное красный, покраснело, стало красным. То есть красный, краснеть, покраснеть. Например, толстый, толстеть, потолстеть. Бледный, бледнеть, побледнеть. Вы можете попрактиковаться в комментариях, конечно, если хотите, написать ваши примеры. Ну а у меня сегодня вечером уроки и мой итальянский язык, поэтому сейчас я пойду готовить обед. На обед у нас сегодня суп, куриный суп. И потом, я думаю, я просто сяду за компьютер, буду работать и встретимся с вами завтра. Пока я готовлю суп, послушайте загадку. Сидит дед, во 100 шуб одет. Кто его раздевает, тот слезы проливает. О ком или о чем идет речь? О луке. Правильный ответ – лук. Ну а я заканчиваю готовить суп, добавляю соль, перец и лавровый лист. В вашей стране добавляют лавровый лист в суп? Ja, und ich habe dort einige Armbänder gekauft. Siehst du? Ja, das sind Natursteine und das ist Amethyst. Ну а в четверг утром у меня был немецкий. Пришло время заканчивать этот влог. Увидимся в следующем видео. Пока-пока.